Вот так было, вот так стало. Тем, кому интересно, как я это сделал, смотрите дальше. Семьдесят четвертая серия. Жопа почти готова. Задний усилитель бампера. Вот так было. А сейчас мне нужно снять все вот это, чтобы вам показать. В первую очередь я снял когда-то давным-давно свой усилитель с кузова. И честно, я даже не знал, не имел ни единого понятия, как я это буду восстанавливать, реставрировать или покупать. Даже не знал, как это называется. Когда захотел им заниматься, почистил от грубой ржавчины усилитель в труху. Занимался другими вещами. Изготавливал щитки тормозных дисков и защиту бензобака из стекловолокна. Там немножко у меня уже появился опыт, и каждый раз, когда у меня оставалась эпоксидная смола, я наносил на этот усилитель, чтобы его хоть как-то закрепить, потому что реально я его брал, и он разваливался. Когда пришло время, и самое главное, желание и понятие, как его можно изобрести, восстановить, перед тем, как создавать форму из стекловолокна, нужно было вернуть форму оригинальному. Он же весь был в дырках. Так сказать, слепил из говна и палок. Все это залепил, дырки залепил и создал форму. После этого нанес 2 слоя стекловолокна сверху усилителя. Сам усилитель из 2 частей я решил делать. Как бы наружная часть и внутренняя часть. Из 2 слоев. Он очень хлюпкий получился, нестабильный. Когда создал форму, началось. Пришел, отшлифовал, замотовал, нанес 2 слоя внутрь этой части. Ушел. Потом опять пришел, отшлифовал, отмотовал и опять нанес 2 слоя на вторую часть этого усилителя. Потом опять пришел. Застывание эпоксидной смолы примерно 48 часов. Потом опять пришел, опять начал шлифовать. Но стало немножко легче, потому что пришел раньше, чем 48 часов. Попробовал шлифовать, и шлифовать удобнее, когда эпоксидная смола не полностью затвердела. Тогда можно легко дрочевым напильником спиливать вот эти вот остатки снаружи эпоксидной смолы. Потому что когда он полностью дубеет, усилий нужно прикладывать в 2 раза больше. Шлифовать наждачной бумагой, когда он еще не застыл, не нужно, потому что наждачная бумага забивается и ничего не шлифует. А вот дрочевый напильник — огонь. Когда шлифую, телефон дергается. Но вам стало ясно. Это одна часть уже готова. Это вторая часть еще не готова. Вот это сюда. Вот это вот сюда. Хоп. Хоп. Склеиваем вместе. И получится усилитель заднего бампера по форме оригинала. Этот весит на данный момент, наверное, меньше 2 килограмм. Сэкономил 10 килограмм. Так оно и продолжалось. Пришел, отшлифовал, нанес 2 слоя, ушел. Пришел, отшлифовал, нанес 2 слоя, ушел. Пришел, отшлифовал, нанес 2 слоя, ушел. И это продолжалось, пока мне не начала нравиться жесткость усилителя, то есть этих 2 частей. Чтобы край хорошо пристал, приклеился. Использую вот это. Классная штука. Зашел в китайский, купил. И получается красота. В конечном итоге получилось у меня 12 слоев на этом усилителе. 12 слоев эпоксидной смолы с стекловолокном. Бампер.
Но для того, чтобы иногда что-то сделать, нужно что-то поломать. Когда усиливал изнутри усилитель, постоянно думал, как сделать крепление, да, там, где крепятся крепления усилителя. Потому что это стекловолокно, я думал сначала между слоев положить какую-нибудь алюминиевую плату, поставить самозатягивающие заклепки. Короче, думал, как это сделать. Ломаем. Это было быстро. Главное не поломать внутреннее. Так, вот тут. Это... Тут залежи. Нет, так это специально, я же пластилином ее... Ну да, я понимаю, что ты делал форму для того, чтобы... Форму. Вот это мне крепление нужно, видишь? Вот. Нужно вот это крепление. Нужно вот это крепление. Как говорится, уже не походит. Взял я старый усилитель и увидел, что внутри усилителя моего старого есть кронштейны. И дошел до того, чтобы использовать кронштейны из моего старого. Вытащил, разломал, началась очень интересная штука. Ломаем называется то, что у нас есть. Но иногда, чтобы что-то отремонтировать, нужно что-то поломать. Вот оно, вот оно. Оно мне надо. Сейчас. Я же говорю, будет круто. Круто будет, круто. Yes. Осталось совсем чуть-чуть. Как мне не хочется. Как мне не хочется лезть в пескоструй ради вот этих двух железок. Но сейчас полезу. Надо. Их видно не будет, но надо. Отпесочил. Весь грязный, как обычно. Двигаемся дальше. Скрываем брунокшн. Красим. Как-то собираем. И начал измерять. Чтобы наметить две дырочки, вот эту и вот эту, пришлось все снять. И сейчас поставить бампер и наметить на новом усилителе дырочки. Они должны быть где-то вот здесь и вот здесь. Понятное дело, эти кронштейны нужно поставить правильно, чтобы мой усилитель стоял ровно, а не косо-криво на бок. Тоже все это вымерил, это заняло много времени. Покрасил изнутри, чтобы снаружи не проглядывалось. Вот здесь есть еще два отверстия, куда крепится номерной знак. Вот эта черная штука на бампере. Теперь на эти дырочки нужно поставить самозатягивающие заклепки, чтобы потом можно было прикручивать вот это. Все ровно, красиво, скоро поедет. Конечно же, перед тем, как ломать свой старый усилитель, я его взвесил. 12 килограмм. Я хочу еще теперь взвесить этот. 4. Красота. Облегчили машину. Машину, боже мой. Не могу собраться. Реально, вот с этой херней я промучился. Не с херней. С этой запчастью я долго промучился, чтобы создать вот это. Сделал много, а рассказал быстро. Но теперь его тоже можно взять и поставить на место. Эта сгнившая деталь больше не вернется на этот автомобиль. Поеду на пляж, выброшу в море, там, где корабли тонут. Я человек слова! Конечно же, свой старый усилитель я решил ломать в воскресенье в 2 часа во время испанской сиесты. А у испанцев есть только 2 правила. Это не ложить чоррито в паэлью и не нарушать сиесту. Вот. Поэтому болгарку доставать не хотелось, потому что сильно громко. Но
Ломать не строить, разломали, достали кронштейны и все получилось. Я себе все на бумажке написал, потому что я уже даже забыл, как я это все делал. Закрепил, изнутри покрасил, чтобы сверху было потом легче. Сейчас будет свадьба. Буду соединять. И никогда больше не разъединю. Ну и пришло время соединять его, этот усилитель. Соединил. Оно все встало как родное. И начал склеивать две части между собой. Вторая сторона склеена. Ждем. Сохнет. И получилась у меня вот такая вот фигня. Сначала склеил с одной стороны, потом заклеил с второй стороны. Оно все высохло, я это зашлифовал. Хотел сначала сделать его гладкий, потому что, как ты ни крути, стекловолокно у меня не производство. Оно в таких маленьких порах. Отшлифовал как мог и подумал, блин, его все равно никто не видит, поэтому, ну, есть на нем, видно, что он из стекловолокна, есть у него вот такие вот поры. Ну и хрен с ним. Он лежит под бампером, его никто не видит. Он у меня внутри полый, получается, здесь у меня кронштейны из оригинального на местах крепления. Вот эти винтовые заклепки я поставил, когда он был не склеенный, внутри, зафиксировал, чтобы оно хорошо держалось. И для того, чтобы он не был полый, я, наверное, решил внутрь задуть строительной пеной. Обычно строительной пеной задувать нельзя металлические детали, потому что будет конденсат, и она будет изнутри ржаветь. Но это же стекловолокно, ржаветь изнутри не будет. Задуть, чтобы он не был полый, чтобы туда не набивалась грязь. Всем спасибо за просмотр. Можно двигаться теперь дальше, заниматься чем-то еще. Вон лежат пациенты. Почти готово. Оригинальная трубка, которую я обрезал. Одну я уже развальцевал, поставил фитинг. Эту теперь нужно взять, развальцевать, поставить фитинг, поставить шланг и поставить на место. Никогда этого не делал, мне никто не может сказать: о, то ты фитинг не дотянул, о, ты фитинг не перетянул. То есть немножко сложновато. Почему он здесь крутится? Потому что я его не затягивал, правильно. Все, увидимся в следующей серии.